Всем добрый день! Сегодня будем шить женскую дорожную сумку. Ткань называется Оксфорд. Приобрела я эту ткань в интернет-магазине Uniontex. Ссылочка будет внизу под видео. Сумочка удобная, карман на липучке. Сумочку украшает кант. Как сделать кант своими руками. Все расскажу, покажу. Вверху отстегивающийся ремешок на такой подложечке, чтобы ремешок не давил на плечо. Швы внутри обработаны косой беечкой. Внутри также есть еще карман. Как пришить молнию, все расскажу, все покажу. Сумочка небольшая, но очень вместительная. Так что, если вас это интересует тема, смотрите видео дальше. Итак, для сумки я взяла ткань палаточную Оксфорд. У меня здесь 2,20. Потом скажу, сколько останется. Молния в цвет. Длина, не считая вот так вот швов, 85 сантиметров. Вот будем делать выкройку именно под эту молнию. Лейбочка, карабинчики, полукольца, корсажная лента. 1,5 метра, наверное. Ну, еще точно не уверена, что буду ее использовать. Но вот хорошо она сюда подходит по цвету. Так, взяла косую бейку, разутюжила. Ее буду использовать как кант. Конец куда-то потерялся. Ага. Так, вовнутрь буду вставлять, еще не решила, посмотрю, что лучше получится. Или вот такую вот веревку синтетическую. Или, может быть, даже вот такую проволоку в оплетке. Когда-то я вставляла в сумочку, и хорошо получалось. Так, начинаем делать выкройку. Хочу, чтобы сумочка была небольшая. Вот сначала здесь написала 50 сантиметров, посмотрела многовато, сделала меньше. Значит, по горизонтали 45, в высоту 30 сантиметров. Таких деталек будет 2. Передняя и задняя часть. Так, здесь закругляем. Ну, вот так вот примерно на глаз, как нам нравится. Можно вот так сделать, чтобы вот прям именно отсюда уменьшалось. Все это, как говорится, дело вкуса. Так, здесь около 9 сантиметров. Это мы отрежем. Здесь закругляем также. Так, молния у нас 58, это 25 и 4, 29 сантиметров. Половина молнии 29. Откладываем от центра сюда 29 сантиметров. Это будет у нас вот здесь вот деталька такая пришиваться. Так, здесь замерила. Получилось около 40 сантиметров. Здесь у нас будет шов в накладку. Сделаем прямо сантиметров 45. Потом, если что, мы отрежем. Так, 45. Делим пополам. Вот так же у нас будет. Вернее, здесь у нас будет шовчик приличный. Потом лишний отрежем. Так, ну вот примерно 22,5, да? Отложила. Вот у нас донышко. И сразу же идет у нас бочок. Вот так будет. Прекрасно. Так. Здесь 22 сантиметра. Здесь 45. Так, ну и сделаем выкроечку верхней части. Так, донышко, конечно, пошире. Здесь, конечно, будет поуже. Поэтому вот здесь вот надо уже уменьшать. Ну, вот так сантиметра на 2 уменьшу. Боковушечку приложили. Вот, чтобы оно было одинаковое. Здесь можно уменьшить до 7 сантиметров. Здесь у нас будет молния. Как бы уйдет сантиметрик на шов,
Но как раз молния, сама молния примерно и прибавит этот шовчик. Значит, верхнюю часть приклею, она вот будет в полную длину. Итак, все выкройки сделала. Получается таких 2 детальки основных. И еще 2 детальки почти полностью таких, только покороче, пойдут на карманы. Один карман будет внутри, другой снаружи. Таких надо 2, но вместо подкладки я буду использовать основную ткань. Поэтому надо будет таких 4 детальки. Таких также 2, и с учетом подкладки также 4 детальки выкраиваем. Сантиметр на глаз прибавляю на шов и все вырезаю. Обычно выкройки делают в половинном размере, но так как ткань толстая и несколько слоев, я вот выкройку делаю в полном размере. Так, здесь у нас будет подгибка вниз, внизу шире, поэтому прибавим. Вот так подогнется. И будет хорошо. Ну и, конечно, эти карманчики подгоним с основными детальками, чтобы все было тютелька в тютельку. Донышко, боковая часть выкроем вот с этой вот, с этой ширины, которая у нас осталась. Тютелька в тютельку. Когда выкройку делала, не задумывалась про ширину ткани. По сантиметру прибавляю, и все хорошо получается. Так, и верхние детальки. Ну вот здесь вот, по-моему, просится 1 сантиметр. Прибавлю. Вот так 2 детальки. И вот так. Вырезаю. Все детальки выкроила, в том числе ремень. Длина 100 сантиметров на 12. И 2 ручки по 50 сантиметров, ширина также 12 сантиметров. Почему 12 сантиметров, а не меньше? Чтобы много было слоев. К центру складываем и отстрачиваем. Получается 4 слоя. Ну, при желании можно еще что-то вовнутрь вложить. Так, ну а теперь занимаемся нашими карманами. Подгибаем здесь, отстрачиваем. Шить буду крепкими ниточками. Полиэстер 100%. Полиарт. Ну, такие не порвешь. Руку порежешь, но не порвешь. Значит, один карман будет у нас снаружи вот таким образом. Другой карман будет внутри. Карманчик подогнула, отстрочила. Наклеила вот наклеечку, такую эмблемку. И с этой стороны наложила липучку и потом прострочила по контуру. Не забывайте ставить кругом серединки. Вот посерединке находится вторая часть липучки. Пришила. И вот так вот карманчик будет наш застегиваться. Теперь надо пришить ручки. Планировала ручки вшить вот сюда в шов. Поэтому сказала 50. Но так как на прошлом мастер-классе мы такую ручку уже аналогичную делали, поэтому я ее сделала длиной 60 сантиметров. И теперь вот сюда пришью. Так, здесь я от центра отступила 9 сантиметров. Здесь 11. Меточку сделала. Здесь вот толщину срезала. Подгибаю. И вот так пришью по периметру. И можно еще крест-накрест. Так, здесь я отступила 4 сантиметра. До края не надо, потому что там будет
у нас кант, ну и пришиваться другая деталька потом. Пришиваем ручки на одну сторону и на другую. Пришиваем ручки. Здесь лишнюю толщину ткани отрезали. Теперь надо пришить кант в круговую. Я взяла косую бейку, утюгом разгладила, в центр вложила вот такой шнур и специальной лапкой вот так вот пришила. Можно купить, конечно, в магазине этот кант, но он не всегда бывает хорошего качества. Видите, какая тут тканюшка? Прямо рассыпается. А здесь вот хорошая ткань, крепкая. Так, карманчик внутри. Я все это сметала как единое целое. Так, пришиваем срез, к срезу располагаем. Вот сантиметра полтора отступим и вот так будем пришивать. Потом покажу, почему мы здесь так сделали. Здесь у сумочки закругления, на косой бейке делаем надсечки, не доходя до строчки. Вот так будет достаточно. Шьем строчка в строчку. Сейчас строчка как бы не основная, можно шить тонкой ниткой. А потом, когда будем сшивать детали, тогда нитка должна быть очень крепкая. Вот мы пришли до изначальной точки. Отсюда мы начинали шить. Вот теперь берем, отрезаем лишний кант. Ну вот пускай расстояние между ними будет сантиметра 3. Здесь подпарываем строчечку. И вот там, где подпороли, вот этот шнур отрезаем, чтобы лишней толщины не было. Этот здесь начинается, этот здесь заканчивается. Так, теперь этот подгибаем сантиметрик. И этот вот здесь у нас не пришито 1,5-2 сантиметрика. Сюда вкладываем. Все здесь уравниваем аккуратненько. Если надо, еще шнур подрезаем, чтобы стыковочка была аккуратная. И вот теперь уже прострачиваем. Вот так у нас получилось. Одна деталька и вторая. Теперь надо сделать верхнюю часть, боковая и низ. Все это будет сшито в круговую, как единое целое. Сначала пришиваем молнию. Сколола лицевая сторона молнии на лицевую сторону этой детальки. Пришила. Накладываю вторую детальку.
И пришиваю с этой стороны строчка в строчку. Пришили. Также пришиваем на вторую сторону, на лицевую сторону. Накладываем. Ну, теперь уже можно расстегнуть, конечно. Пришиваем с этой стороны. Все делаем то же самое. Здесь потом можно будет отстрочить. Отстрачиваем. Оттягиваем ткань как бы от молнии, чтобы здесь не было заломов. И отстрачиваем. Молнию пришили, все отстрочили. Пошила вот такие ремешки для полукольца и прикрепила их к боковой части. Накладываю и пришиваю. Вот так у нас получилось. Переворачиваем и пришиваем вторую детальку, которая у нас как бы вместо подкладки. Вот если вы не знаете, как наложить, чтобы сострочить детальки, вспоминайте золотое правило: лицевая к лицевой, срез к срезу. Пришиваем строчка в строчку или миллиметрик за строчку. И тогда все вот эти швы у нас окажутся внутри. Боковушки пришили, отстрочили. Вот эти все неточности, миллиметраж отрезаем, чтобы все было ровненько. Но это как бы не имеет значения. Нам главное, чтобы вот этот круг сошелся у нас с сумочкой. А это обязательно будет, потому что вот здесь мы много прибавляли на шов. 5 сантиметров, по-моему, мы прибавляли. Правда, вот здесь вот шов я увеличила. Планировала сантиметр, а сделала больше, потому что там вот на молнии всякие железочки, и их надо было закрыть. Ну ничего, все равно все должно хватить. Так, ручку можно прикрепить, чтобы она нам не мешалась. Итак, лицевая к лицевой, срез к срезу. Вот наши меточки. Серединка сумочки, серединка вот этой детальки верхней. Совмещаем и шьем со стороны строчки, строчка в строчку. Вот нам отсюда удобно, да? Ну, можно взять чуть левее. Здесь вот скрепить чуть левее. А вот эту сторону нам удобнее шить отсюда, но здесь нет строчки. Поэтому здесь надо будет все поскреплять булавочками или сметать. Кант у меня получился такой вот немножко свободненький. Свободненький, толстоватый. И поэтому я буду шить не строчка в строчку, а, пожалуй, за строчку немножко. Вот так. Чтобы кантик был более плотный. Итак, боковую часть, оно же донышко. Вот у нас донышко. Почти пришили. Вот у нас центр сумочки внизу. Ну вот сантиметров по 7, по 8 в каждую сторону. Не дошиваем. Этого будет достаточно. Чтобы потом сшить нам донышко.
Здесь у нас меточка и помечаем на донышке. Итак, вот наши меточки, совмещаем их и сшиваем донышко. Большую сторону подгибаем, этот шов прячем вовнутрь и вот так отстрачиваем. Вот такое донышко. Во-первых, здесь много слоев, и донышко вот не будет как бы скомкиваться. Можно вот этот участок делать еще шире. Именно вот для этой цели, чтобы донышко было твердое. Так, ну и теперь зашиваем эту прореху. Вот так выглядит теперь наша сумочка. Значит, вот здесь на закруглениях по боковой части я делала насечки, чтобы не было заломов. Ну и также пришиваем вторую часть. Лицевая к лицевой, срез к срезу, надсечка к надсечке. Со стороны вот этой строчки, которая пришивала кант. В строчку или слегка за строчку. И наша сумочка будет почти готова. Останется только обработать срезы. Можно срезы обработать оверлоком или зигзагом, но аккуратнее, конечно, если обработать косой беечкой. Косая бейка наподобие, как я использовала для канта. Нижняя косая беечка подогнута на сантиметрик. Верхняя сверху. Получается, вот я отгибала один подогнутый край и прям вот сюда в сгиб пришивала. Пришила все по кругу. Второй край огибает срез. И пришиваем пару миллиметров от края. Можно помогать себе цыганской иголочкой. Вот так получилось у нас. Так, почти готово-то не совсем готово. Значит, ремешок через плечо я сострочила. Размеры я говорила. И желательно сделать подложку под этот ремешок, чтобы ремешок не давил плечо. Значит, вот такие две детальки. Но вы смотрите по своему ремешку. У меня 19 на 7. Здесь, как видите, закругление. Так, вот такие две детальки. Я их уже сшила. 14 также на 7 сострочила. Выворачиваю. Можно здесь еще отстрочить.
Так, между этими бирюзовыми вот такая подложка под ламинат, которая вот так. Это наложим вот так и обработаем косой бейкой. И вот сюда вот будет вставляться наш ремешок. Буду шить без камеры, тут, как говорится, легкотня. Так, ну все, сумочку дошила полностью. Рассмотрим, что у нас тут получилось. Значит, вот эту штучку, подложка я ее назвала, отстрачивала с лицевой стороны. Вот у нас лицевая сторона. Вот так будет она располагаться на плече. Здесь вот немножко машинка не захватила край косой беечки. Ну ничего, вот так вот вручную закрепила за строчку. И все очень достойно. Получается, здесь у нас карманчик на липучке. И здесь у нас большой карманчик. Значит, сколько пошло ткани? Было у нас 2,20. Остался огромный кусок. Померила, значит, вот длина 80 и 80, 1,60 м. Значит, ушло на сумочку 60 сантиметров при ширине 160. И вот с этой ширины я еще отрезала. Так, сейчас замерю, скажу. И вот с этого куска 70 сантиметров с боковой части тоже ушло на сумочку. Ну вот здесь, короче, ткани еще прилично, можно шить и шить. А если вот эту сумочку будете шить не так, как я, все детальки у меня двойные, то получится даже 2 сумки. Ну тогда надо, конечно, заморачиваться с подкладкой. В общей сложности я довольна. Как вы знаете, я люблю эксперименты. Сейчас сюда наложу всяких вещей и посмотрю, какая она вместительная. Итак, в сумочку поместилась у меня джинсы, джинсовый сарафан, теплая кофта, куртка, 6 вещей. 6 вещей объемных, можно сказать. И в придачу еще вверху большой махровый полотенец. Углы еще свободные, карман свободный. Так что еще можно туда кое-что при желании положить. Сумочка как бы небольшая все-таки. Ну такая вот именно женская. Красивая сумочка получилась, вместительная. Шила я ее 2 дня. Ну, конечно, и другие дела делала. И отдыхала, и готовила кушать. Ну, а так, если, как говорят портнихи, шить и не вставать, то часов за 5-6 можно пошить, я думаю. Вот такое видео, девочки. На сегодня все. Нашилась. На сегодня нашилась. До свидания. Пишите комментарии. Всего доброго. До новых встреч.